Добрый день, дорогие козероги! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на август 2024 года. Да, дорогие, если вы смотрели большой гороскоп на 3 летних месяца, лето надежд, то вы уже прекрасно понимаете, о чем я сейчас буду говорить, конечно, более точечно и подробно. Те, кто не видел, в конце этого видео обязательно прикреплю. Посмотрите, сверите, случилось, не случилось, произошло, что произошло, как произошло и как вы смогли справиться со всеми теми возможностями, которые были в вашей жизни на это лето. Да, не секрет, что для козерогов на самом-то деле это лето, оно такое очень активное. И август — это тот месяц, который будет на самом-то деле продолжать дела июльские с большей интенсивностью, с большим напором и с большими финансовыми выгодами. Поэтому, дорогие мои козероги, присаживайтесь поудобнее. Сейчас будем разбираться. Итак, у нас с 1 августа, я бы так сказала, первая неделя августа будет достаточно активная и динамичная. Второй ваш управитель Уран будет в квадратуре с Венерой. Поэтому здесь, дорогие, да, этот аспект отвечает. Ну, вообще, Венера у нас отвечает за любовь, за отношения, за финансы, за наш внешний вид. Уран у нас отвечает за коллективные проекты, вообще нечто новое, экстраординарное. Это не боязнь проявить себя как-то по-новому в работе, в творчестве, в том числе и в любовных отношениях. Поэтому здесь история того, что первая неделя августа пройдет на таких эмоциях новизны. Захочется сделать нечто новое, но смотрите, те козероги, которые консервативны, живут по Солнцу, естественно, все зависит от того, в какой дом попало ваше Солнце, да. Потому что если ваше Солнце в Козероге и в 11 доме, то вы достаточно активный, подвижный человек, и на креатив, на творчество, и на неординарные проекты смотрите совершенно адекватно, вам здесь все нравится. Да? Если же ваше Солнце попало в какой-нибудь 6-й, 10-й, 2-й, то есть в приземленные дома, тогда, конечно же, здесь история того, что вам будет немножко удивительно от момента, который будет появляться в вашей жизни в начале августа. И здесь понимаете, что если захочется сильно, ну, проще говоря, выпендриться, да, эффект может быть разный. Все зависит от того, как вы относитесь к новизне. Прекрасное время для того, чтобы запустить новые проекты, нечто новое, как-то по-новому проявить себя, проявить свои навыки и таланты, потому что Венера отвечает в том числе за наши навыки и таланты, все, что мы умеем делать, особенно с точки зрения, если вы захотите это внедрить в работе для того, чтобы больше заработать, потому что Венера — это планета финансов. Еще раз говорю и напоминаю, что август — это тот месяц, в котором я все-таки вам говорю, предпочтительно сохранять финансы, зарабатывать их больше, нахрапом много. То есть если получается большими суммами, это хорошо. То есть если вы решили увеличить свой доход, это тоже очень хорошо. Я не советую тратить деньги в этом августе, лучше их сохранять, потому что все-таки очень много аспектов в этом августе, которые будут распылять деньги не по назначению. Захочется что-то купить, потратить, но все-таки покупка может быть потом не такой однозначной, как она казалась с первого взгляда. Да, первая неделя августа активная и динамичная, поэтому здесь проявляйтесь на работе, показывайте свои навыки, свое мастерство, все, что вы умеете делать, копите, сохраняйте, зарабатывайте финансы, большой упор на работу, потому что это те самые аспекты, которые дают заработать. Побыстрее, Уран дает сделать это быстрее, потому что с 13 августа будет Венера-Сатурн, и здесь подольше зарабатывается, а в начале августа быстрее. 4 августа, ребят, у нас новолуние во Льве, поэтому здесь история, энергия будет такая очень радостная, очень веселая, очень позитивная. Не скажу, что она такая, знаете, напряженная. Нет, интересный, позитивный, веселый, добрый день.
в котором можно работать, да, начинать что-то новое, да, начинать новый проект, да, новую компанию, да, конечно, новую компанию с погрешностью, если вы очень давно этого хотели сделать, уже начинали, не получалось, и это ваша вторая, третья или пятая, десятая попытка, не смейтесь, это абсолютно нормально. Я знаю, что меня смотрят козероги, которые истинные козероги по солнцу и понимают, что в этой жизни для того, чтобы что-то сделать, нужно прям понимать весь большой масштаб и объем и прям реально над этим трудиться. И идем дальше. Почему сказала, что проект не прям новый-новый, да? Проект, если он старый или повторный, да, я его бы сказала, там ребрендинг, репит этого проекта, да. Ребят, с 5 августа и по 28 у нас с вами наступает ретроградный Меркурий. Понятное дело, что он влияет не на всех. Понятное дело, что у кого там аспекты гораздо более мощные, и яркие, и интересные, и вам этот ретроградный Меркурий вообще никак погоду не делает, да. Но все-таки, за что отвечает ретромерк? Это документы, это договоренности с людьми, это наши ошибки в планах, в делах, да, то есть когда мы просто невнимательны. Еще скажу так, что по 14 августа силы наши и эмоции будут более-менее приземленные, потому что ретромерк будет в Деве, а с 15 августа он уже перейдет обратно во Льва, и здесь будет энергия такая, знаете, такая более популярная, что ли, да, более такая на внешний мир настроена, то есть не захочется сидеть, созидать, находить ошибки, что-то исправлять, находить точности и неточности. Сложно будет относиться трезво к своим ошибкам, поэтому да, если вы допустили ошибку и нашли ее, разобрались до 14 августа, это хорошо. С 15 августа уже Меркурий будет во Льве в квадратуре с Ураном, и это ретроградный Меркурий. Здесь, конечно же, энергия такая более львовская, активная, амбициозная, которая не очень-то любит прислушиваться, слушать. Наоборот, если вам нужно выступить где-то на публике, прекрасно. Если вам нужно где-то спич свой пропустить, да, отлично. Но здесь совершенно нет места для такой созидательной, спокойной энергии, там, разбирать бумажки, перебирать документы. То есть здесь нужно для того, чтобы вот энергия пустить пыль в глаза. И то постарайтесь сделать это как можно тактично и аккуратно, потому что все-таки у нас с этих дней, там 13 и 14 августа, начинает соединяться оппозиция Венера-Сатурн, да, ребят. И это все, естественно, происходит в один день, еще и Меркурий в соединении с Венерой, да, получается, что здесь история того, что нужно понимать смысл слов своих сказанных, потому что здесь еще и Уран в квадратуре с ретроградным Меркурием, и Венера в оппозиции с Сатурном, и каждое неправильное слово или слово, которое поменяет жизнь других людей не в самую лучшую сторону, будет стоить финансов. То есть будет, я бы так сказала, цена слова очень велика, да, поэтому здесь, конечно же, посмотрите внимательно, что вы говорите, в адрес кого вы говорите, для чего вы говорите, потому что можно испортить свою репутацию. Сатурн – это планета основательная, которая в том числе отвечает за репутацию, очень сильно в тисках держит как раз-таки в августе вот эту историю, этот момент. Поэтому в августе очень серьезно со всем, что вы делаете, ко всему относитесь. Но скажу еще раз. Нет задач невыполнимых, нет ничего того, с чем мы бы не справились. Ну и, конечно же, выживает сильнейший. Козерогов я считаю истинно сильным знаком зодиака, без какой-либо лести, потому что жизнь показывает, что это те люди, которые реально пахари по жизни, и терпением, и трудом все получится. Ребят, на самом-то деле так. При этом есть и очень классные гармоничные аспекты, которые в этот момент будут помогать. Кстати, эта история, вот эта вся конфигурация складывается у нас с середины
с середины августа и до конца. Да, ребят, вот такой сложный момент, когда необходим контроль собственных действий, собственных речей, да, потому что ретро-Мерк здесь, конечно, сыграет с нами небольшую шутку, когда нам нужно понимать, что мы говорим, для чего мы говорим, с какой целью и на какую аудиторию это влияет. Поэтому здесь нужно держать ответственность за свои слова, либо не говорить все, что вы хотите сказать, и оставить это на сентябрь месяц, когда все эти аспекты распадутся. Но еще раз говорю, все те, кто участвует в сильных и сложных моментах, они, как правило, в эти сложные моменты преодолевают внутренние кризисы и барьеры. И тем самым растут, поднимаются выше. Этого-то, собственно, и требует от нас, от всех ребята Сатурн. Потому что он сейчас идет в ретроградном движении. Кстати, видео «Ретроградный Сатурн», кто еще не видел, в конце ролика обязательно прикреплю. Посмотрите, примите верное решение, если оно вам поможет. Там как раз-таки с программкой посчитала, как повлияет на каждый знак зодиака ретро-Сатурн аж до 15 ноября. Идем дальше. Вся эта нехитрая конфигурация складывается у нас на две самых, я бы сказала, одних из сложноватых недель этого года. Потому что требует терпения, требует усидчивости и внимательности. Но при этом, дорогие козероги, у вас будет все классно. Козероги первой декады, второй декады, третьей декады, да, то есть у каждого, конечно же, по-своему. Скажу так, что козероги третьей декады, вы вообще, в принципе, можете запускать и проекты, и планы, и активно действовать, да, показывая все свои навыки и таланты, то есть внедряя это в работу, то есть показать начальству, что вы можете, проявить себя отлично. Те, кто собрался менять работу. Отличная история, если вы это сделаете в августе. Если вы будете это делать в сентябре, рассказываю, почему будет сложнее, особенно если Юпитер, особенно если Уран будет у вас, это относится к козерогам третьей декады, это относится к козерогам третьей декады. У 2 сентября у нас разворачивается на небе Уран. И если Уран у вас задевает важные денежные дома, ну то есть это 2, 6 и 10 дома гороскопа, то на ретроградном Уране будет сложно, то есть это будет не одно изменение в работе. Если вы в августе решили поменять работу и успеете устроиться, потому что специально записываю эти ролики, потому что месяц сложный, и поэтому, чтобы у вас был больше запал времени действовать, да. Конечно же, понимаете, что у всех по своим показателям, мы все родились в разное время, место и дату рождения, то есть мы имеем разный возраст, разное мировоззрение в принципе и набор, комбинацию аспектов в натальных картах, понимаете, да? Поэтому здесь история того, что ваш персональный вопрос оставляйте в комментариях, обязательно указывайте дату, время, место рождения. Кому, ребята, успею, отвечу, потому что у козерогов всегда очень много вопросов. Мне приятно, но не всегда, ребята, извините, хватает времени на всех ответить, да. Поэтому идем дальше. Если вы решили поменять работу, то в августе это будет сделать легче. В сентябре на ретроградном Уране уже будет сделать сложнее. И ретроградный Уран у нас будет со 2 сентября по первую неделю февраля. Да, ребят, вот такая история. Поэтому если потом у вас будет несколько смен работы, вас это совершенно устраивает, вот такое планирование, это окей. Идем дальше. У нас самое мощное, я бы так сказала, скопление энергии на этот месяц складывается 19-20 августа. Это у нас полнолуние в Водолее. Почему две даты? В одном полушарии это 19, в другом это уже 20 августа. И да, ребят, здесь, конечно же, водолейское полнолуние не совсем приятное полнолуние для козерогов, потому что энергия рассеяна, энергия летает. Все это очень быстро на скоростных движениях, как будто вы находитесь в скоростном поезде со скоростью 300 км в час. Конечно, есть те, кому с этим совершенно прекрасно, у кого Уран в натальных картах работает на ура. Тогда вы те козероги, которые при ускорении времени чувствуете себя прекрасно, да? И да, 19-20 августа здесь у нас, ребят, сложно будет кому из козерогов? У кого слабый Юпитер в натальной карте, потому что в этот момент будет
как раз таки Юпитер делать квадратуру еще и к Сатурну, Юпитер в соединении с Марсом в Близнецах, и здесь энергия, так, знаете, будет такая, что ли, более легкая, такая хаотичная, такая воздушная, незаземленная, непонятная истинным козерогам, да, когда хочется заработать денег, когда хочется продвинуться, поднять социальный статус, но не все люди будут адекватно воспринимать эту историю, и у многих будет такая история, комплекс Наполеона, вот, ожидания превышают реальность, да, поэтому скажу вам так, дорогие козероги, не обижайтесь на людей, пройдет эта история. Да, сложно будет в этот момент именно вам с другими людьми, у кого вот есть напряжение в этих планетах, да, в этих аспектах. На вас же, для козерогов второй декады вообще сам ретроградный Сатурн будет нести положительные влияния, поэтому здесь 2 недели августа последние, и этот аспект Венера с Сатурном в оппозиции будет прекрасно влиять на козерога второй декады. Ребята, активно действуйте, внедряйте, делайте все, что вам хотелось, все, что вы запланировали. На вас сложится хорошо. Даже напряженное, хаотичное броуновское движение от Юпитера в соединении с Марсом будет вам идти на руку. Козероги, 3 декады, то есть это те козероги, которые родились с 10 января и до знака зодиака Водолей. У вас будет прекрасное вдохновение от Нептуна, поэтому он сейчас ретроградный, понимаете, все то, что вы делали в прошлом году, в 2023, ноябрь, декабрь и в 4-м, да, в январе, все, что вы делали, все, что вы внедряли, все, что вам хотелось сделать, на что было вот рассчитано ваше вдохновение, поэтому здесь внедряйте. Плюсом еще уже пододвигается Плутон, снова хочет вернуться в знак зодиака Козерог. И здесь особенно те козероги, кто родились вот прям на стыке с Водолеями. Вот прям Плутон будет делать соединение к вашему натальному Солнцу в транзитной карте. Да, энергия будет шарашить, но это та энергия. Плутон всегда заставляет делать больше, переходить через свои страхи, через свои сомнения, трудиться, там, начинать новый большой, мощный, глобальный проект, бизнес. Это коллективные деньги, это большие коллективные деньги, это работа с влиятельными людьми, это работа расширить свой потенциал, связи, финансы. Поэтому здесь козероги 3 декады, дерзайте. Это, я бы так сказала, последняя петля и возвращение Плутона в ваш знак зодиака. Конечно, он еще потопчется сентябрь и октябрь в Козероге, но уже начинает по чуть-чуть, вот вы чувствуете вот эту энергию, что пора. Сентябрь и октябрь будет еще больше силы, мощи и энергии, поэтому не упускайте это время. Больше в наших жизнях Плутон не будет в Козероге, и в вашей жизни, дорогие Козероги, тоже, и в вашей, и моей, неважно, сколько нам с вами лет, потому что в следующий раз Плутон уже будет следующие 20 лет идти по Водолею, и такого аспекта уже к вашему Солнцу не будет. Здесь мощная активность действия, поэтому внедряйте и используйте ее. Энергия сильная. Не все будут вначале в ладах с ней, но это нужно сделать для своего же развития. Идем дальше. Те самые козероги первой декады, я знаю, вы меня уже спрашиваете, почему нет про нас. Ребята, что хочу сказать про вас. Про вас, дорогие козероги первой декады, вы проходите как раз-таки и разворот кармических узлов, в том числе, и историю, связанную с моментами, ну, не просто своей жизни, которые были у вас последние несколько лет, да, то есть вы возвращаетесь сейчас к тем моментам, особенно если вы козероги 36-37 вам будет лет, если вы козероги, которым 18-19, если вы козероги, которым между этими периодами, да, это 27-28, то здесь у вас, естественно, переоценка ценностей, переосмысление. Вы думаете, что делать, это козероги первой декады.
И здесь, ребята, понимаете, что возможно будет штормить, и вам резко захочется все поменять. Вы резко, кардинально посмотрите на свою жизнь по-другому. Кто-то наделает ошибки, но всегда здраво смотрите на мир, на свою жизнь, какая она у вас есть. И здесь, конечно же, понимаете, что для козерогов очень важно иметь социальный статус, социальный вес, социальную активность, да, социальное положение. Финансы – это как результат своего социального статуса, да. Личная жизнь, семья – это как фундамент и платформа, на котором строится все остальное. И поэтому, если у вас вот эта конструкция жизненная есть, то хорошо. Многие козероги, кстати, в этом августе, потому что очень сильно активная Венера, будете думать и воспринимать, что же делать с личной жизнью. Здесь, конечно, ребята, в начале августа захочется вспылить, потому что Венера, Уран — это всегда аспект разводов, это всегда разрушение отношений, но если вы пустите все силы в работу, а в любовной сфере будете поддерживать тепло и стабильность, тогда у вас будет хорошо. Венера, Сатурн — это история того, что это 2, 3 и 4 неделя, да, августа. Это история того, что мы терпим, но не решаем проблему. Поэтому здесь решайте свои вопросы и претензии со своей второй половинкой для того, чтобы не накладывались какие-то финансовые, материальные нерешенные вопросы, не омрачали любовную сферу отношений. Понимаете, почему вы с этим человеком, и понимаете, что все-таки отношения базируются на чувствах тепла, любви, и все-таки это ответственность двоих людей. Поэтому вот с таким посылом я вас оставляю. Конечно же, захочется в отношениях предъявить претензии, особенно в районе полнолуния. Ребята, тактика не очень, не нужно этого делать, потому что здесь у Юпитера еще будет очень активный, с Марсом захочется прям поконфликтовать. Не стоит этого делать. Пройдет время, и все забудется. Помним, что у нас еще и ретроградный Меркурий. Поэтому да, месяц, дорогие козероги, требует реально ответственного поведения, ответственно сказанных слов, ответственно оказанного внимания в определенные сферы своей жизни. Да, и я бы так сказала, что этот месяц не просто вот когда все придет на халяву. Нет, это месяц концентрации, когда есть и аспекты, которые настраивают на работу, но и есть аспекты, которые, как Юпитер, например, в соединении с Марсом в квадратуре к Сатурну, которые расхолаживают и говорят: ой, да ладно, я вот сейчас вот погуляю и потом буду работать, трудиться и тому подобное. Так-то оно понятно, но было бы классно внедрить все то, что вы давно хотели, потому что в сложные месяца всегда добиваться хорошо, вы закрепляете свой статус, вы чувствуете свою силу, вы чувствуете свою мощь. И здесь история того, что, конечно, я вам советую, чтобы этот месяц у вас был продуктивный, активный, мощный, на движнике. И тогда у вас осень уже будет совершенно другой. А осень, ребят, у нас на самом-то деле заряженная, она будет сильной. Вот такой гороскоп, дорогие козероги, для вас на этот август. И я надеюсь, вы распорядитесь продуктивно своим временем для того, чтобы не сожалеть о всех тех плюшках и выгодах, которые у вас есть по судьбе. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я надеюсь, всем понятно, что это общий гороскоп. Если у вас свой персональный вопрос, оставляйте комментарии под этим видео, обязательно указывайте данные, дату, время, место рождения и ваш вопрос, и я постараюсь ответить на все. Самые быстрые, скоростные, кому очень сильно надо, жду на консультациях. Ну что, ребят, в конце ролика по классике актуальные видео, если вы их еще не смотрели, посмотрите, примите верное решение. В описании под видео ссылочки на Telegram, на сайт, на почту для связи, как говорится, со мной. И увидимся с вами в следующем ролике. Желаю вам классного августа. Всего доброго. Пока-пока.